Почему мы сегодня начинаем разговор именно с Джона Кеннеди? Потому что это самая наглядная трещина в матрице. Это идеальный пример того, как система берет реальные события и на 60 лет упаковывает его в ложь, в которую заставляет верить весь мир. Если они смогли скрыть правду об убийстве президента на глазах у толпы, значит, они могут скрыть от вас вообще все. Вашу историю, вашу силу и ваше предназначение. Посмотрите на факты, которые окончательно вышли на свет в марте 2026 года. Документы Национального архива и показания врачей, таких как Малкольм Перри, подтверждают, у Кеннеди было входное отверстие в горле спереди. Это значит, стрелков было несколько. Сэр узнала об этом с самого начала, но они все это скрывали от нас. Почему? Потому что им было невыгодно признать, что это было их собственное спланированное убийство. Чтобы отвести подозрения от себя, они нашли козла отпущения – Ли Харви Освальда. Они годами прессовали его, судили и разыгрывали спектакль, доказывая, какие они правильные перед законом. Так и сейчас, в наши дни, власть продолжает руководить вашими жизнями и вашей свободой, основываясь на тотальной лжи и своих интересах. Эта механика контроля не меняется веками. Тот же самый механизм фильтрации правды был запущен еще в 325 году на Никейском соборе. Группа людей просто решила, что вам можно знать о Боге, а что – нет. Они выкинули тексты, которые не вписывались в их модель управления. Загуглите библиотеку Наг-Хаммади. В этих древних свитках, найденных в 1945 году, скрыта настоящая правда. Евангелия от Марии Магдалины и от Фомы прямо говорят: Иисус учил, что Царствие Божие внутри каждого из вас. И вам не нужны посредники или храмы. В системе контроля не нужен свободный человек, знающий о своей божественности. Им нужен раб, который верит в официально одобренную версию, будь то сводки новостей или религиозные догмы. Зачем им все это скрывать? Чтобы удерживать ваше сознание в узком коридоре из 5% разрешенной информации. Наука 2026 года уже не может скрывать факт. Мы видим лишь крохотную долю реальности. Нас заперли в 3D-матрице, сделав наши тела тяжелыми и глухими. Мой путь к выходу из этого коридора – это чистая биология. С ноября 2025 года я прошел через серию глубоких чисток. Поэтапно, шаг за шагом, мои циклы голодания в сумме составили 511 часов. Это не был разовый рывок, это была системная работа по настройке моей антенны. Когда ваше тело постепенно очищается от продуктов животного происхождения и деструктивных программ, вы перестаете верить буквам в интернете. Вы начинаете чувствовать те 95% реальности, которые от нас прячут. Чистое тело – это ваш пропуск в 4D-пространство, где ложь матрицы просто перестает на вас действовать. Вы выходите из их игры, потому что ваш уровень вибраций становится выше их частоты контроля. Мир, который мы знали, рушится, и на его месте проступает истина. Не бойтесь задавать вопросы и не бойтесь быть другими. Ваша чистота и ваше знание – это то, что матрица не может купить или контролировать. Я благодарю каждого из вас за то, что вы просыпаетесь. Слушайте свое высшее «Я», берегите свой свет и помните, истинная свобода начинается в тот момент, когда вы осознаете, что за пределами их 5% лежит целая вселенная. Мы идем вместе. До встречи в новом измерении.